6 утра. Я просто не знаю. Я просто не знаю, как вообще не просыпаться, когда уже просто, ну, посмотрите, какое солнце полуденное в Варшаве. Я не могу, я здесь просыпаюсь в 5 утра, в 6 утра, и вот и что, и как. Вот посмотрите, там уже разгар дня. Как вам? Как можно вообще спать при таком раскладе? Я не знаю. Так, это окно надо закрыть, потому что там работают. Я уже знаю. Офисные работники знают уже мой даже этот, мне кажется, расписание дня. Вот смотрите, вот вам, как вам эти тени? 6 утра вообще. Спать невозможно. Я просыпаюсь, сплю, вот как обычно в Варшаве, по 4-5 часов, потому что, ну блин. Встала сегодня в 5 утра, вы понимали, поработала. Застелила кровать. Не могу я, когда кровать в таком неопрятном виде, потому что все было красиво, в таком красивом номере. Там уже такое ощущение, что 3 часа дня, хотя всего лишь 9 утра. У меня сегодня обновочка. Купила еще зимой этот костюм. Просто обожаю. Что-то такое новенькое в поездках одевать. В общем, такое вот классное у меня сегодня зефирное настроение. В общем, погнали. Посмотрим, что там происходит сегодня в Варшаве. Ну что, новый день, начало нового дня. Варшава, отель Белотта. Я иду на завтрак в кафешку белорусскую Монном, где можно выбирать себе, собирать меню на завтрак. Вот, а потом поеду по делам. В общем, сегодня последний день в Варшаве. Надо попробовать сделать, скушать все, что было в планах. Ну что, погнали, новый солнечный день. Вчера был дождь, сегодня я просыпаюсь, солнечно, тепло, солнце прям греет. Я даже взяла сегодня очки, они мне наконец-то пригодились. Ну, в общем, погнали покорять Варшаву снова. Старый город с утра, в шикарную погоду. Посмотрите, какая красота. Очень здорово, что вы должны понять, что у Монном, боже, что там происходит, у Монном есть два варианта. Есть бейкери и есть бистро. Мальчик там чем-то стреляет, пистолетом. О, Господи. Вот. Всех пугает, боже мой, кошмар. Короче, в общем, есть бистро, есть бейкери. И вот бейкери совсем маленькая, она находится возле отеля H15, и туда, ну, нет смысла идти. Но вот в бистро, через такую прогулку по старому городу, это просто, мне кажется, ну, вот как бы must, понимаете? Это просто must do, must visit. Вот, так что идем пробовать, что там наши белорусы открыли. Кстати, вот эта точка, где я записывала свой зимний влог. И здесь было, так помните, снега сколько. И сейчас здесь зелено, боже. Я не была в этом месте 4 месяца. И здесь теперь так хорошо. Почему 4? 5 месяцев. Смотрите, какая красота. Какая прелесть. Это часть старого города, которую я зимой из-за того, что было очень холодно, замело, я не дошла. Здесь такая камерная более атмосфера, замок. Так, здесь, я так понимаю, за углом должна быть эта кафешенька. Вон он, видите, Монном. Пойдем. Локация не прям такая супер, какая-то такая, скажем так, лакшери, но она достаточно уютная, приятная. Смотрите, как это все миленько. Самое главное, что очень классный вид. Точно надо сесть здесь вот на улицу возле цветов. Сейчас я вам покажу, как это все внутри здесь происходит. Как это здорово и мило. Классно. Ой, ну здесь прям стильненько, такой прям... Ну, я пойду точно на улицу. Да, тем более здесь возле цветов.
это будет прям идеальная локация. Я вот прям не прогадала с локацией. Так, меня спросили, на каком языке я вам меню на белорусском, русском, английском, украинском, польском. Я говорю, несите на всех. Так. Мне принесли на белорусском. Смотрите, какая у меня классная локация. Итого, сейчас мы выберем здесь все, что есть. Ой, вот я хочу взять или Наполеон, или Медовик точно. Видела, там есть яйцо пашот на... Класс. Кава, напои. Класс. То есть вот так вот карандашиком берешь, выбираешь. Здесь у нас и выпечка, яйца, всякие разные картошки, греческий салат, всякие кино, чука даже есть, ничего себе. Ну, в общем, огромнейший выбор. Супер, 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 супер. Класс. Ну, посмотрите на этот вид. Так, ну дальше рассказывайте, чего еще. И смотрите, слабосоленый лосось тоже обязательно. Это какой? Вот этот вот, да? Да, вот. Так. Типа я себе сделаю такой авокадо-тост. Да. Класс. Так. Что-нибудь... Это что, да, на молодцы? Да, что-нибудь сладкое желаете? Вот я думаю, или сырники, да, или, наверное, медовик, или, например, что? Да, медовик, наверное, интересно. А у вас был Наполеон еще? Да, Наполеон был, сейчас уже, к сожалению, нету, да. Сырники или медовик? Медовик это послаще, кажется. Да? Давайте сырники. Сырники, хорошо. Какие выбирать? Это Смаженный крэмбл. Это тоже, наверное, классно. Камамбер. Класс. Камамбер это такое, Эти что-то сырники. По классике посытнее пойдем. будет, пожирнее. Да, супер. По классике. Хорошо. Так. Ну и пятую уже тогда нужна позиция, чтобы для... У меня 1, 2, 3, 4. 5. А мы яйца не взяли, получается? Да, и яйца, смотрите. Пашот мне лучше, пашот. наверное. А вот это что такое означает? Это на основе помидоров соус. То есть типа на помидоре лежат как бы, да? Будет снизу соус и сверху эти... Класс. Ну, то есть это лучшее из этих всех? Ну, к вашим остальным опциям, в принципе, Да, лучше подойдет, да? Подойдет. Берем. Супер, спасибо огромное. Прямо это как отгадайка. Класс. Ну вот капучино на овсяном молоке мне. Хорошо. И капучино побольше, поменьше хотели? Если он будет горячий, то побольше. Если не Сделаем, очень, да, то маленький. погорячее. Ну да, нужно, чтобы не остыл, чтобы можно было наслаждаться. Хорошо. И Спасибо сразу вам большое. вместе, Да, Пожалуйста. супер, спасибо. Прям кружечка капучино у меня. Вау. Смотрите, пришел мой завтрак. Огромная корыто капучино. Значит, что у меня здесь? Хлеб на закваске с маслом, семга, авокадовый мусс, яйца с оливками и в томатном соусе и сырники. Боже, обалдеть. Супер просто. Ну, это прям удивительно. Вот как я попадаю в Варшаву, так тут прям начинается какой-то праздник у меня. Orkiestr, muzyka. Prosimy o pozostanie na miejscu. Szanowni Państwo, za chwilę orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego odegra utwory, a po koncercie kompania reprezentacyjna... Польское радио для Украины. Супер, класс. 20 минут поездки будет под... Класс, спасибо. Ну, если вам это не сильно в тягость. Не наушники. Супер.
Влог не веду. Так, подождите. И как обычно, весь мой маршрут ничего, но только еда. Она все время ест. Так, ну что, знаменитая пюрешка с котлеткой на супер горячей тарелочке в банче. Красота. Вернулась в свой номер, выглядываю в окно. Смотрите, какая там парочка идет невероятная. Вчера точно так же я снимала видео, и шла парочка, у них была свадьба. И они шли с цветами. В общем, у меня тут вообще вот обзор. В последний вечер я решила не заказывать еду в номер, а спуститься в мой ресторан. Вот мой номер ровно над этим рестораном. Я спустилась по лестнице, вошла в эту дверь. Я же вот прям private у меня entrance. Так, принесли фокаччо. Так, оливочного масла сейчас возьмем. Бальзамика. Ой, и жду свою пасту с креветками. Давно я не была в итальянских ресторанах из-за глютена, но сегодня, так и быть, в виде исключения, я целый день ем хлеб. Я даже сказала, второй день. Ну ничего, но иногда же можно делать себе такой читмил, правильно? Класс. Так, ну что, пришла моя паста. Красота с креветочками. Суперская пицца, не пицца, а именно вот паста. Я считаю, что пицца здесь, возможно, не очень, судя по тому, как она выглядела и как ее неаппетитно ели мои соседи по столику. Но вот паста, особенно которую я ела, она была невероятная. А уже готовилась ко сну, почистила зубы, сняла мейкап, уже готовилась засыпать, практически заснула. Вау! Вот, а потом вспомнила, блин, боже, у меня тут это, начались ночные гонки по Варшаве. Короче говоря, я уже собиралась спать, а потом вспомнила, у меня в закладках есть отель Мант, в который я хочу зайти. Там есть Мант Ап. В общем, я хочу зайти в этот отель. Я его тоже думала, чтобы в нем остановиться. Самое главное, что мы открыли невероятную крышу с потрясающим видом на ночную Варшаву. Поэтому буквально 5 минут моего отеля. Погнали. Слушайте, прям страшно. Вы смотрите, что здесь происходит. Вау! Мама мия! Боже, я их боюсь, честно говоря. Прекрасный вечерний. Такой у меня будет небольшой променад. Там как раз отель Раффлс впереди, мои любимые маршруты. Получается, там позади отель Верта и отель Белотта, впереди Раффлс и Бристоль. Разница в погоде днем и вечером колоссальная. Ну, где-то градусов так на 10-15 разница в температуре. Кстати, позади меня опера. Надеюсь, в следующий раз, когда я приеду, я попаду в этот опера-хаус. Какая красота. Так, побежала я поскорее, потому что почему-то именно на этом отрезке, видимо, большой отрезок прямой, здесь разгоняются мотоциклисты. Я их боюсь. Я так отвыкла от звуков, когда ночного, ну вообще города, особенно ночного города, что для меня все эти скутеры, мотоциклисты, машины с этими газами проносятся. Я человек, который живет с бедрами, понимаете, у меня там птички, ослик, верблюдик, у меня там это звуки, понимаете, природы. А здесь вот эти все звуки, я настолько отвыкла от города. Хотя я жила когда-то в Москве, на главных проспектах, понимаете, на самых там, на проспекте Вернадского, понимаете, на Павелецкой, где там это было круглосуточно. Но за последние, там, не знаю, сколько лет моя психика вообще от этого отвыкла. Я тут от каждого звука просто вздрагиваю. В общем, это, конечно, да, интересный экспириенс, понимаете? Я прямо этот, как из села, лемета, понаехали. Ой, не могу, смешно, конечно. В общем, этот отель у меня был запасным вариантом. Если на мои даты все мои любимые отели будут забронированы, вот отель Пьюра был моим, скажем так, запасным вариантом, потому что здесь такая скандинавская атмосфера. И, в общем-то, я хотела именно вот в этот отель попасть. Сейчас я его посмотрю. Но он такой, он прям реально мне напоминает отель, в котором я жила в Лондоне. Я вам здесь оставлю ссылочку, вы посмотрите, вы поймете, абсолютно такой же вайб у меня был.
Класс. Сейчас поднимусь на крышу. И, может быть, выпью там чаю. Посмотрим. Угу. Ну, вот это прям, я люблю такой стиль. Прям бодрусский стиль. Боха стайл. О, тут прям еще и ресторанчик такой. Вау, хорошенький, небольшой. Тут супер завтраки вполне. Я себя видела по фоткам. Даже есть у них здесь бейкери. Да, видите, все распродано. Я знаю, что там у них всякие пирожные, булочки, все такое. Крас, супер. Ну, в общем, это вариант, кстати. Это вариант. Так, значит, терраса, я так понимаю, на 8 этаже. А, вот, руфтоп-бар. Видите, 8 этаж. Тот самый вот этот мандап руф-бар. Моя, собственно, точка. Ой. Так, ну что, и лифт прикольный с зеркалом. Можно бронировать отель. Если в отеле в лифте есть зеркало, то этот... Хоть я на себя посмотрю, я вот вышла, и реально я уже спала. Я собрала чемодан, ложилась спать. Так, 8, супер. Или это не 8? It's 8, no? Так, ну что, погнали, проверим крышу. Ой, сори. Hello. Так, все дружелюбливые, приветливые, хотят попасть ко мне в влог. Слушайте, ну крыша классная. Суперская крышечка, крышечка супер. Я вот думаю, что, наверное, все-таки было бы здорово в следующий раз, наверное, надо будет остановиться именно в этом отеле. Да, наверное, если брать в этом отеле прям какой-нибудь самый большой номер, типа сюита какого-нибудь, наверное, это будет очень-очень здорово. Представляете, полностью терраса все занята. Ну, сейчас немножко подожду. Если нет, то, наверное, выдвинусь дальше гулять. Супер. Слушайте, ну, атмосфера прям реально крутая. Я поболтала с барменом. Так вот, бармен говорит, что очередь прям аж до лифта, а то иногда и внизу. Настолько популярная эта крыша, она стала прям реально прям... Ну, там вы видели, какой вид классный, прям атмосфера классная. И, ну, действительно, новенькая руфтоп открылась. В Варшаве любят всякие руфтопы. Вот, поэтому, короче, вариант. Но он так и сказал, приходите позже. Плюс 25. Я говорю, поняла. Но сегодня действительно прохладно. Сегодня даже куртка и капюшон не помогает. Супер приятное впечатление от отеля. Очень такой современный, чистенький, немножечко смущает вот как бы вот это вот все вокруг. Проблема, что как бы вид как раз только у самой высокой категории, у Suites. У Suites хороший вид туда, куда и терраса. Короче, если останавливаться в этом отеле, в Пьюра, то нужно брать самую высокую категорию номера. Вот, это я уже поняла. Такие дела. В 1 минуте, получается, от моего отеля, в каком бы я отеле не остановилась, от моих любимых отелей, вот есть опера. Я вот, знаешь, думаю, в следующий раз я приеду, нужно будет проверить календарь и подгадать свой приезд, чтобы попасть на какой-нибудь балет или на какую-нибудь оперу. Было бы, конечно, волшебно. Учитывая, что она прям в 2 минутах от моих отелей. 4 утра. Я легла спать 3,5, ну, 3,5 часа назад. Вот объясните мне, как спать в этом городе? Если здесь, блин, в 4 утра мой организм уже, даже завесив все в шторы, чувствует, что уже, блин, жизнь, понимаете, здесь кипит. В том смысле, что такое яркое солнце. Понимаете? Вот как? Я не знаю. Поставила будильник на 8 утра, чтобы поспать до вылета. В итоге опять поспала 3 часа. Ну, блин, куда годится? Так, даже блэкаут не спасает. Пойдем досыпать. Друзья, привет. Пасмурное утро. Самое время улетать домой в солнечный Бодрум. Я уже тут упаковалась, собралась.
Поняла, что у меня нету сегодня лаунжа, потому что рейс чартерный, и решила позавтракать в этом самом ресторане Фокаччо, в котором я вчера ужинала, что приятно. Посмотрите, насколько у меня приватный ресторан. Смотрите, вот мой номер. Вот я вот так вот выхожу. Здесь я вот так вот спускаюсь по лесенке. Блин, все-таки под дождем, мне кажется, и под кондиционерами меня немножко простыло. Единственное смущает, что тут как-то света нету. Идешь по каким-то подвалам. Заработал. Вот. И попадаешь себе, пожалуйста, в ресторан сразу. Вот это мне прям очень нравится. Это прям супер. Так, сейчас что-нибудь телекарт закажем. Вот, как раз. Ресторан. Наверняка есть что-то на завтрак. Ага. Open buffet. Сейчас посмотрим, что тут за open buffet. Ну, в принципе, он у меня, кстати, вообще не моя тема. Там семга, понятное дело, всякие оливки. Колбаски, короче, надо что-нибудь а-ля карт заказать. Сейчас где-нибудь сядем. Ой, там люди сидят на террасочке. Красота. Но я, наверное, сяду внутри. Такс. У нас тут, смотрите. Во-первых, завтраки. Хорошо, что я их не брала в отеле, потому что, ну, в наших украинских, конечно, ресторанах гораздо круче они. Сейчас посмотрим, что они понесут. Perfect, thank you. Значит, я взяла, думала между авокадо тостом и бриошью, конечно же, с яйца флорентины. Конечно, я же взяла яйца по-флорентийски со шпинатом, как обычно. Ну и традиционно капучино на овсяном. Ну, в общем, последние 15 минут в Варшаве. В этот раз Варшава. Как же я без тебя? У меня есть подозрение, что я тут сгорела в Варшаве, потому что в Бодруме я всегда пользуюсь солнцезащитным кремом. А сейчас вот я смотрю так, похоже, кто-то вчера сгорел. Это я. Что, попробуем, как у меня в отеле делают капучинку. Ну вот, короче, в украинских неплохое. Но в украинских, конечно, кафе, все, что я была, это было, знаете, вот 10 из 10. Вот это капучино где-то, ну так, из-за того, что не самое такое топовое молоко, где-то, наверное, 6 из 10. Поэтому, друзья, если вы будете останавливаться в Варшаве, никогда не берите завтраки в отелях. Кроме отеля Верте, поправляюсь, кроме отеля Верте. Раффлс ужасный завтрак. Бристоль супер завтрак и Верте супер завтрак. А вот отель Белотто и Раффлс, по моему заказу, у меня там хлебушек, который я выбрала, у меня там шпинатик, у меня там семга, и у меня мои любимые яйца, еще лучком зеленым посыпали. Ладно, отель Белотто, еда у вас действительно очень классная. Пока, Варшава. Ну что, приехала в аэропорт Шопена. Моя очередная приезд в Варшаву заканчивается. Спала я в Варшаве, как обычно, по 3-4 часа, потому что вот эти белые ночи, ну, не давали мне спать совершенно. В общем, Варшава, как я тебя люблю, еле сонная, чартерный рейс впереди, не лаунжа, ничего нету. В общем, сейчас буду как-то себе выбивать в этом чартерном рейсе. Видите, какие очереди? Скорее всего, вот это тоже чартер. Выбивать себе место у окошка. Погнали. Что, друзья, поскольку у меня чартерный рейс, нету доступа в лаунж, зашла в лаунж, он весь забит. Платить за забитый лаунж совершенно нет желания. Как вам? Какой у меня апгрейд? Хот-дог не ела миллион лет и чай из пластикового стаканчика. Но зато с видом. Красота. Меня, конечно, много чего поражает. Во-первых, короткий авиарейс, но
все должны были накупить себе в аэропорту еды, и только мы взлетели, все давай есть твою еду. Все сидят как сардельки просто друг на друге, блин, но все равно за эти 2 часа нужно поесть в самолете, как вы, да, понимаете. Во-вторых, люди любят стоять в очередях, тоже это мне так непривычно. То есть я понимаю, когда ты в бизнесе, когда более большое пространство, или, например, в том же экономе, когда еду раздают все, но там ты сидишь, ешь, и рядом человек там не ест, не пьет, это как-то для меня реально очень странно. Ну, то есть я от этого, конечно, отвыкла. В общем, друзья, не летайте чартерами. Две очереди, я первая вышла из самолета, господи, это просто какой-то подарок. Это был последний экономи-флайт this year. Вот просто последний. Вот господи, господи, просто упаси. Ой, ну что могу сказать? Это был мой первый перелет за последние несколько лет эконом-классом, еще и чартером. Вот. Самолет набит детьми на 50%. То есть в каждой семье ребенок там от 3 до 6 лет. Все летят с семьями, огромная семья, все ходят по салону, друг с другом общаются, как будто бы не летим в самолете, а просто чисто вот в кафе зашли посидеть. Вот, все накупили еды на 2-часовой перелет. Как только мы взлетели, начали есть свои бутерброды, которые купили. Ну, короче, это, вы можете себе представить, что там происходило. Вот, и плюс еще ко всему этому включили такой сильный кондиционер, что моя простуда просто вообще, я еле додержалась. В общем, не знаю, это, наверное... Последний мой полет экономом, честно, это просто, ну, как бы... Я человек очень чувствительный к личным границам, то там они как бы отсутствуют вообще. Ну, плюс еще усиливается тем, что люди совершенно, ну, как бы... Короче, все очень разные, вот. Мне сложно. Я поняла, короче, мой перелет из Бодрума в Варшаву был достаточно неплох. Прям реально был супер. Во-первых, я заняла все 3 свободные места, они были. Во-вторых, люди летели с vacations, то есть они были все уставшие, все спали, то есть все уже нахватались впечатлений, как бы были все спокойные, угомонились. Но сейчас, видимо, люди, потому что летят в предвкушением в отпуск, этот просто был беспредел, честно. Все ходили друг к другу, разговаривали через 3 места. Не знаю. А почему люди не уважают личные границы других людей? Объясните мне, почему так происходит? Почему никто их этому не научил с детства? Боже, я дома! Ура! Знаете, что я больше всего люблю в Варшаве? Сам город и украинцев, которые там живут. Какие же они классные. А все остальное не требует никаких комментариев. О, боже, не могу. На получении багажа люди такие удивительные, стали стеной. И очевидно, что у людей гораздо больше, чем длина ленты. И даже те люди, которые хотят подойти, они не могут забрать свой багаж. Но вот это стадное чувство, то есть никто ничего не думает, что он делает, как, короче. Боже, я прилетела. Только фаст-трек, только бизнес-класс, только Turkish Airlines. Ой, все, боже, Бодрум, тут 29-30 градусов. Сегодня в Варшаве утром было 15. Ой, я дома. Где там моя машинка?